Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас необычная постройка, потому что это не один дом, не два дома, а целых 3 дома, и 2 из которых это не жилые дома, а как бы общественные места. Итак, с чего все началось? Я очень долго, на самом деле, откладывала такого рода постройки. Мне казалось, что это много, страшно, и вообще я не справлюсь, но тут у меня появилась идея сначала построить кафе на крыше, на 2-м этаже которого можно жить, но потом я поняла, что я хочу еще и прачечную, и если это все вместе делать, то это не поместится. Потом я вспомнила, что в Сан-Мишуно есть такой чудесный участок, который он жилой, но это не квартира, а именно как можно дом построить. В общем, я поняла, что это идеальный вариант для моего варианта постройки, и я смело взялась за дело. И вначале я просто прикидывала вообще, как это все происходит. То есть у меня сначала появилась идея того, что этот участок должен быть немножко выше. То есть это прям как отдельный микроквартал в квартале. То есть я постаралась сделать такую замкнутую экосистему, можно так сказать, то есть все эти дома, они как бы вместе и как бы рассеяны, то есть я постаралась сделать их в разных стилях, дальше вот вы увидите, как все это происходит, как я это все делаю, но они все, в общем, эти дома немножечко разные, в разных стилях, и на самом деле, пока я строила, я придумала историю о том, как вообще появился этот квартал, зачем он нужен, почему он такой разный, потому что вокруг каждого дома тоже было немножечко все разное. Я постаралась как бы сделать такую стилизацию каждого дома в квартальчике в этом маленьком. В общем, я игралась как могла, отрывалась на полную катушку и получила много удовольствия, пока строила этот дом. Надеюсь, вам тоже очень понравится. Так вот, в чем история этого квартала в квартале? Дело было так. Была молодая супружеская пара, у которой был крохотный домик в Сан-Мишуно. Тогда это был еще не город с небоскребами. Это был просто обычный город, который постепенно разрастался, развивался, и вот они были одни из первых жителей. И потом этот город как раз-таки превратился в такой урбанистический, где много высоток, где всякие бары, рестораны и так далее. И как бы наша супружеская пара поняла, что нужно с этим что-то делать. Участок у них приличный, домик у них маленький, он не занимает всю площадь, и они решили открыть кафе. Кафе хорошо пошло, оно было в таком, оно есть до сих пор в таком немного прованском стиле, то есть белый, красный, немного зеленого, все полосатое и так далее. В общем, такое немножечко необычное для этих мест, но жители его полюбили за счет того, что как раз-таки оно напоминало какую-то такую старину, былые времена, и это все такое утопающее в зелени. Маленькие беленькие столики, стульчики, вкусные круассанчики, вкусный кофе и так далее. В общем, такая сама по себе очень приятненькая атмосфера, которую создала эта супружеская пара. Но свой дом они оставили, он на самом краю, получается, ближе всего к воде. И он самый старый по постройке, и он по виду самый старый, то есть он такой камень с деревом, и у него такая обычная крыша, то есть не плоская, как потом пошла мода, а обычная такая себе крыша. И, собственно говоря, они остались в этом доме, потом построили кафе на 2 этажа, и потом, когда дела пошли совсем хорошо и стало модно делать прачечные, они приделали себе еще прачечную на 1 этаж. То есть потом появилась у них прачечная, которую они тоже заправляли. У этой пары появился сын в это время, пока они там строили кафешки, прачечные и так далее. Сын рос, и когда он подрос, собственно говоря, уже стал достаточно взрослым, он решил от них съехать, но он не хотел сильно далеко съезжать, плюс он как бы принял дела семьи, то есть он принял руководство кафе и прачечной, потому что супружеская пара
уже достаточно пожилая, они решили отойти от дела и жить в свое удовольствие, но продолжали жить в этом маленьком домике и присматривать за кафешкой и прачечной. Так вот, этот сын решил далеко не съезжать для удобства, он просто достроил 2 этажа над прачечной, поэтому вот этот дом, он такой самый простой, то есть максимально серый, то есть он как раз-таки строил, когда появилась мода на лофты, на такую простую постройку, минимализм. И он просто достроил коробочку, и квартира, в принципе, у него тоже в таком минималистичном серо-черно-белом стиле, максимально простая, без каких-то лишних деталей, но достаточно с большим количеством растений, потому что эта как бы страсть к растениям передалась ему от родителей. Поэтому вот такая вот у нас история. То есть кафе, есть прачечная, есть первая пара жителей, которые все это построили. И есть их сын, который этим всем заправляет сейчас, у которого построена его квартира сверху прачечной. И как бы вот у них такой вот семейный квартал, где все заняты, занимаются своим делом, наслаждаются работой, посетителями, потому что городские жители очень любят этот легкий маленький квартальчик, где можно вкусного кофе попить, можно постирать, потусоваться. Тем более, что есть летняя веранда в кафе, которая выходит на прекрасный вид на набережную. Можно, в общем, сидеть и вкусно кушать и смотреть на эту набережную, наслаждаться видом. И все, на этом история моя как бы закончена. Кстати, раньше я как с первых Симсов, я всегда придумывала какие-то умопомрачительные, сложные истории. И раньше это было как-то не особо, в этом был смысл. Сейчас как-то можно все-таки какие-то особенности Симсов прописать, продумать и воплотить это в жизнь, и это прекрасно. Итак, наслаждайтесь постройкой. Это видео будет разбито на 3 части, чтобы не утомить вас и меня тоже, потому что постройка очень большая, она заняла около 6 или 7 часов. Я разделила на 3 части, и в первой части в основном такая планировка всех 3 домов и кафешка. Большую ее часть я буду строить. Во второй части будет прачечная и дом сына семейства. И в конце будет достройка дома семейства и постройка основного первого дома, дома родителей. И завершение всего квартала, то есть я там проставляю свет, какие-то детальки добавляю. Поэтому как бы не забывайте, скоро выйдет 2-я, 3-я часть. И в этих 3 частях будет как раз-таки вся постройка. Так что приятного просмотра, я надеюсь, вам понравится все то, что я настроила. Мне, например, мне очень нравится то, что я построила. Я давно мечтала такую вещь сделать. Повторюсь, я раньше не решалась, потому что мне казалось, что это так много, так долго, но на самом деле это так затягивает, что ты не можешь уже потом остановиться и перестать строить. Плюс мне очень понравилось строить в разных стилях, то есть те дома, которые я давно хотела построить, но они как бы по стилю отличались, и как-то я никак не знала, куда их приткнуть, где их воплотить, а тут я все 3 дома, которые я хотела когда-то построить, я все их совместила, потому что вот этот урбанистический серый дом, который с прачечной, я очень давно хотела построить что-то в таком плане, потому что там я использовала везде окна Москина, которые в паке с Москина. Они мне очень нравятся, они потрясающие, тем более, что там есть вариант с приоткрытым окном. Это так, не знаю, это очень круто. В общем, большие такие окна, я вообще любитель больших-больших окон, чтобы там было много света, пространства. И вот я оторвалась на полную катушку, когда создавала этот дом над прачечной, потому что я и полукруглые окна использовала, и просто большие окна приоткрытые. И, в общем, я порадовалась, насладилась процессом. Так что, если вы давно хотели какую-то большую постройку, не стесняйтесь, стройте, в смысле того, что не бойтесь. Это все, на самом деле, очень весело, круто и
Насчет декора тоже не переживайте, если вы боитесь, что не сможете все задекорировать, оно пойдет как по маслу. То есть вы один цветочек поставите, потом второй, потом еще решите добавить свет, а потом еще фонарики, а потом еще что-то. В общем, оно сложится в очень классную картину, которая будет вас постоянно радовать. Все, мои хорошие, до следующего видео. Не забывайте о том, что вторая и третья часть скоро выйдут. Так что подписывайтесь, ставьте лайк и приятного просмотра!